Итак, стойки шасси. Сегодня будет про них. Вообще, эта серия должна была быть и про ниши, в том числе и про сборку планера. Но хронометраж черновика сказал мне: не, братан, не хотел ты Санта-Барбары, но придется серию разбивать на части. Ну, придется так придется. А что там у нас по стойкам? А то, что в 2026 году ставить на модели с коробочной стойки можно только если вы совсем новичок и в хобби мимо проходил. Не, я, конечно, ничего не навязываю, может вам просто пофиг, это абсолютно нормально. Но вот я голову из коробку как-то вообще не воспринимаю. Так что какие у меня есть пути, чтобы сделать красиво? Первый — это, конечно, тягать медные жилы. Это можно сделать очень круто. Фотки тому доказательства. Юфей, ты монстр. Но есть одна проблема. Я так не умею. Так что, второй очевидный путь — это, конечно, покупные 3D-печатные стойки. Я изучил варики, сравнил с референсами, и, по моему мнению, китайцы тут топ, потому что очень хорошо бьются с фотками прототипа. Но это фотополимер. По моему опыту, он деградирует под нагрузками. Может, уже есть составы, которые не деградируют. Но обычно стойки нужно армировать. Говорят, что конкретно этим хватает только армирования по оси вращения пневматика. Но я доверяю только вот такому типу армирования, вот это точно годами простоит. Окей, я слышал хорошие отзывы, но опять же, это закажи, дождись. По работе говорят, они очень колкие, мало ли что пойдет не так. Короче, я давно хотел попробовать одну фишку и пойду по своему пути. Ведь мама говорит, что я особенный. Не по, у меня все получится. Я лечу с ветром, не хочу я мучиться. Мне по, знаю все. Из коробочной стойки хорошо разбиты на части. Так удобно красить, а главное все замерять и заменять. Что мне не нравится? Во-первых, это, конечно, верхние фары. Конкретно их деталировка и форма плафонов. С нижней то же самое. Вот эта головка. Во-первых, ее форма, а во-вторых, она не смотрит прямо по полету, а повернута влево. Вот этого нет на прототипе, я хз откуда это взяли. Зацеп для водила дубовый и грубый. Как и поршни поворота передних колес. Вот этот пыльник или грязеотбойник, или как это на языке авиационных инженеров называется, напишите в комментариях. Короче, он очень дубовый и толстостенный. Основные стойки тоже очень круто разбиты. Особенно нравится сочленение резины и дисков раздельно. Так очень удобно красить. Да и для шлицов и штока-амортизатора это тоже справедливо. Форма корпуса стоек примитивна, кроме верхушки, так что это будет очень легко повторить. В наличии жирнючий шов литья есть сдвиг. Зацеп для водила дан без деталей, неверной формы, да и расположение тоже не то. Эти датчики даны примитивно, да и расположены по центру, что неверно. И индикатор обжатия на шлицах толстый. Главный косяк на корпусе — это вот этот замок, который сделан ну очень по мотивам. Что странно, видимо у Юфея не было ближних ракурсов. На прототипе все логично и понятно. Внутренним тормозам и дискам хочется дать немного объема и глубины. И диски сильно топятся в резину, у прототипа здесь ярко выраженные бортики. Короче, фронт работ понятен, готовим пластик. Избавляюсь от всего, что меня не устроило. Зашлифовываю швы литья. Шпатлю фотополимером сильные перепады. Переднюю стойку частично собираю и убираю стыки. Хуже швов и сдвигов от литья, наверное, только следы от толкателей прямо на штоке амортизатора. Долго, утомительно, муторно, но с терпением я стойкий водобоваримый вид в принципе привел. В таком виде они готовы к замерам и к допилам. Детали крепятся в основном на большие диаметры. Все замеряю и, где сложно, подключаю чертежи из сети. Судя по тому, как в них вписываются из коробочные стойки, Юфей, скорее всего, их по ним и делал. Я строю примитивные корпуса стоек с деталировкой только там, где нужны какие-то допилы. Все в ролике клеил этим клеем. Он круче и удобнее ценокрилата, а главное отверждение не прозевать. Первым делом основной стойке возвращаю корректный замок. Пока сохнет эпоксидный клей, у меня есть шанс поймать нужный угол. А для этого мне потребуется подкос стойки. И естественно такой у меня есть, и хорошенько доработанный. Он помогает корректно спозиционировать стойку, а я, пока сохнет эпоксидный клей, могу довернуть замок таким образом, чтобы он попал в наплыв на воздухозаборнике. Моделью более корректные детализированные зацепы для водила.
Решаю все же пойти не по инструкции и на этом моменте склеить корпуса стоек. Шпатлю и стыки по-прежнему фотополимеркой. Когда угол замка получен, в несколько попыток подгоняю и стыкую вот этот рычаг. Был бы у меня сканер, я бы все углы получил из коробочной стойки. В 3D-модели я замок довернул как надо уже по готовому рычагу, то есть от обратного после подгонки на реальной стойке. Еще один сложный момент — это вот эти шлицы-двузвенники. Сначала делаю и подгоняю их болванки, чтобы они бились и с коробочными. Понимая, что получил нужную форму и все село как надо, я заращиваю их детализацией. По моей задумке, гибкость и упругость фотополимерной смолы должна была позволить все это пристыковать к корпусу стойки, и, собственно, так оно и получилось. Ну а напечатать все это, отделить от поддержек и привести в порядок чистенько и аккуратненько — это была та еще задачка, как вы понимаете. Нужно было быть очень медленным, аккуратным и внимательным, но в целом у меня получилось. А еще прикиньте, как осторожно, медленно, аккуратно я все это ставил, примерял и снимал. Одно резкое движение, отвал в детали и все по новой. Кусай, зачищай. Не, ну если только после детонации пердака выживешь. Как я и хотел, добавляя глубины, деталей и, конечно, гидравлику, причем отделяемую, так гораздо удобнее красить. Изучая референсы, подмечаешь по деталям, насколько же 35-ка другой по сравнению с семейством 27-х и 30-х фланкеров самолет. Например, его узлы тормозной системы выглядят гораздо проще. За это-то я самостоятельно допил и люблю, они очень сильно качают насмотренность. Вот тут должен получиться очень хороший стык. Далее делаю новое крепление для водила на передней стойке. Ажурные детализированные поворотные поршни. После успешной примерки шлицов-двузвенников я уже не сомневаюсь, что все получится, и эти поршни сразу же приклеиваю к передней стойке. Теперь очередь более корректной и проработанной золотниковой головки. По крайней мере, мне в паблике в комментариях писали, что она примерно так называется, если что, поправляйте. Кстати, интересный момент, эта деталь уникальна только для стойки от Су-35, а у остальных фланкеров она другой формы. Пока эпоксидный клей твердеет, я все спокойно позиционирую, а через 12 часов он будет держать еще крепче, чем цианокрилат. Я до того обленился, что даже у такие шланги моделью и печатаю, вместо того, чтобы просто протянуть их из проволоки. А так да, как вы уже догадались, путь, о котором я говорил в самом начале, это всю гидравлику смоделить по из коробочной геометрии и напечатать отдельно, а потом шлеп и аккуратно приклеить. Моделить это гораздо приятнее и комфортнее в 3D среде, не надо ничего тягать, гнуть, обжигать, цианокрилаты минимум, нервотрепки тоже, деталировка на уровне. Преимущество перед целиком печатными стойками в том, что, во-первых, никакого армирования у вас в основании пластик, который будет стоять годами. Все эти гидромагистрали не утоплены в корпус стойки, а выглядят как приделанные к ним, что гораздо более корректно. Ну и очевидно, что это просто очень удобно и комфортно красить, когда оно отдельно. Двигаюсь дальше к своим фарам. Единственное, пришлось сохранить из коробочный тип крепления, но я его спрятал и утопил как мог. На нижней забыл элемент накаливания правильным сделать. Во дела. У передней стойки спереди 3 стыка. Тут, тут и тут. Нижняя магистраль очень легко закрепляется. В из коробки как раз образовался паз на месте, где не хватает кусочка корпуса. Он как будто бы обнимает стойку, так что если бы моя смола не была такой гибкой и упругой, у меня бы не получилось его поставить. Блин, на моменте частичной сухой примерки, когда видишь, что твоя задумка работает, восторг испытываешь непередаваемый. Вы можете спросить, как ты все эти мелкие гидромагистрали от поддержек очищаешь. Ну смотрите. Сначала откусываем первую часть поддержек, но не по краям и не в середине. Так можно смелее и комфортнее зачищать пеньки от этих поддержек. Потом кусаем следующую порцию поддержек с другой стороны от середины. Зачищаем эту секцию.
И вот так двигаемся к краям, но самую крайнюю серединку откусываем в последнюю очередь. На передней стойке еще не хватает вот этих рычажков. Их я приклею в самую последнюю очередь после полной сборки. Эта защита финалит доработку передней стойки. Вообще на прототипе вот края этих лезвий немножко загнуты вниз. Отогнуты, так будет правильней. Но моего скилла не хватило, чтобы это сделать, пусть будет так. Один фиг даже так, это лучше, чем из коробка. Теперь назад к основным стойкам. План у меня был такой. Сначала вклеиваем на готовый корпус их покрашенные, а потом ставим рычаг. Сначала нужно получить красивый стык здесь, и потом парой каплей клея прихватить оплетку в других местах. Для левой стойки все готово. Самую верхушку я не детализировал. Ее не видно, и хз, что там моделить вообще. У правой стойки добавляется вот этот тонкий фиолетовый проводок, который видно с передних ракурсов. Что интересно, оплетка правой и левой стойки немножко отличается друг от друга. Они не симметричны. Вот этим тоненьким фиолетовым проводком уже не удивить, потому что на передней стойке я парный успешно примерил и тут ожидал того же самого. Я вот когда это все делал, вспоминал выход двигателей IO41, IO31FP, IO31 в масштабе 1 к 48. Тогда в комментариях народ недоумевал, как это все красить, и лучше бы как-то придумать, чтобы оплетка всех этих гидромагистралей была отдельно от движка. И считалось, что это невозможно. Сейчас со своим опытом, вот крутя в руках вот это вот все, я понимаю, что дай мне сейчас модель этих двигателей, я, это сделаю. Вся заложенная в модель детализация в таком масштабе пропечаталась как надо. Но вот футажи с сухой примеркой всего этого на стойках я куда-то успешно Ну, это нормально. Ладно, пофиг, в любом случае мы посмотрим все это на готовых стойках. А для начала я все грунтую в черный глянцевый грунт. И сразу же маскирую штоки амортизаторов. Далее все как мы любим. Алюминиевая подложка для всяких металлических сплавов. На металлах, где нет оттенка, наношу жидкую маску. А после начинаю тонировать. После металликов восстанавливаю грунт. Потом текстура моими любимыми чернилами. Даже если где-то совсем чуть-чуть проявится, то уже будет кайф. Цвет стоек выбирал между этими двумя баночками. Инструкция рекомендует C35, Юфей вообще C111. А у меня на руках фотографии, где разные оттенки, потому что разные условия съемки, разный баланс белого. На мой взгляд, C35 вполне подходит. А вот для дисков колес у меня есть специальная аутентика Такана. Так что беру его. Это для резины. Этот оттенок отлично подходит для узлов на стойках и корпусов поршней створок ниш. Начинаю использовать преимущество такого членения, мелкие детали крашу просто аэрографом. Чутка и кистью, конечно, придется поработать, но большая их часть вообще останется прямо в черном грунте. Это вот как раз та часть, которая у 35-ки гофрирована и блестит на солнце, так что ее очень удобно будет покрыть глянцевым лаком, а резиновые хомуты выделить темно-серой матовой краской. В остатках декалей нашел разметки для крепления стремянки. Их кусочки отлично подходят для меток проворота хомутов. Глянца не только под деки бахнул, но и на штоки амортизаторов, потом хром будет глаже ложиться. Темно-серый или черной смывкой выделяю съемные или смазанные маслом подвижные части стоек. Потом матирую корпуса. Беру 3 оттенка масла. И мелкими масляными точками слегонца наношу загрязнение от смазки. На большинстве фотографий Су-35 стойки прям чистые и совсем нулевые. Но у меня также есть пара фотографий, где они слегка запущены. Ясен пень, они мне приглянулись гораздо больше.
Тоже вот на этой фотке диски совсем грязные и замызганные, но это скорее исключение, чаще всего они прям чистенькие. Я загрязню совсем слегонца. А вот внутри, где тормозные механизмы, я возьму вот эти фотки за образец. Серыми и песочными оттенками масла я так же, как и на Су-27 в протекторах сделаю имитацию износа. К слову, у искоробочных пневматиков борозд в 2 раза меньше, чем должно быть. Хорошо, что мне пофиг. Я возьму черную краску и сухой кистью пройдусь по рельефу, чтобы он на фоне резинового оттенка слегка выделялся. Чтобы половинки дисков не утапливались в резину, я между ними распечатал специальную проставку. Мне, кстати, вроде как писали, что изнутри метки проворота должны быть красными, они типа с завода. А белые наносят уже в тэч. Причастные, расскажите, как тут правильно сделать, я, если что, поправлю. Плафоны делаю зеркальными с помощью суперхрома от АК. Не идеально, но блестят, как у кота яйца. Ну и наконец-таки настает очередь штоков амортизаторов. Я специально красил их в последнюю очередь, чтобы их не касались окрасочные маски и какие-либо лаки, и они сохранили максимальную ровность и блеск. Конечно, металлические трубки вместо них это по-прежнему топ. Однако, согласитесь, получилось недурно. Тем более это пока что мой лучший результат. За счет того, что шлицы двузвенники съемные, было максимально удобно красить как их, так и штоки. Текстурку чернилами тоже не зря делал, неоднородность прям проглядывает. Удобнее всего приклеивать шланги, когда ты этим капелькам эпоксидки даешь немного подсохнуть, они становятся более вязкими и липкими. Цена повышенной гибкости и упругости смолы – это ее усадка, так что не все состыковалось прям так гладко, как планировалось. Так или иначе, стойка приобретает шикарный вид. При размещении оплетки гидромагистралей на основных стойках мне самое главное первым делом склеить вот этот вот стык. Потом капелька где-нибудь в середине и капелька где-нибудь сверху, и будет тип-топ. А, еще датчики и рычажок на шлицах совместить. Естественно, не хватает колпачков фар. Как шлифуется прозрачная печатная фотополимерка, я уже показывал, так что оставлю за кадром. А обязательно после футурю. Вот тут, конечно, грубая ошибка, слишком толстый жирный маркер. Что-то потоньше, может быть кисточка, наверное, вышло бы поаккуратней. Схватываю их клеем для прозрачных деталей. Он максимально бережно относится к хрому. Получаю максимально стеклянные колпачки, максимально блестючий хром и нету эффекта линзы, который возникает, если плафоны заливать чем-то прозрачным наглухо. Большинство вот таких запланированных стыков у меня удались, и в целом задумка выгорела. Потом заделал их фотополимером и закрасил. Ну что, как по мне, вполне хорошо получилось. Думаю, если кто-то увидит фотки таких стоек раньше ролика, он сходу и не скажет, что это не целиком печатные.
И вот чисто за интересное, пишите в комментариях, насколько сильно вам бросается в глаза то, что колеса из коробочные, у них неправильное количество борозд-протекторов или какие-то там рельефы на колесе не те, или шрифты. Справедливости ради, часть уж совсем мелких деталей на корпусах стоек из-за того, что основа пластиковая, я упустил. На печатных стойках они бы были. В макро, может, и не так феерично все смотрится, но, блин, держите в уме, что оно все вот такое вот. Самое главное, я пошел нестандартным путем и попробовал что-то новенькое. В итоге мне было очень интересно. И надеюсь, вам тоже. Если да, вы знаете, что надо делать. А еще заходите в комментариях и напишите свое мнение об увиденном. Стоило ли оно того? Хотели бы вы себе такие стойки? Вообще, можно доделать корпуса стоек и хорошенько поэкспериментировать с полимерами и армированием. Получу полноценный красивый проект полностью печатных стоек. Ну а пока что на сегодня все. Вы шейх и не знаете, куда девать дирхамы? Закинуть их на пиво и фотополимер можно вот по этой ссылке. Фотки готовых работ и общения вот по этой. Обе ссылки продублированы в описании. Если следующей серии по 35-ке суждено состояться, то она будет, конечно, по нишам и планеру. А так вводные прежние, так что увидимся, когда и если увидимся. Покеда.